Всем привет! Я Вероника, и в этом видео я покажу вам процесс создания ватной елочной игрушки балерина. Желаю всем приятного просмотра. Каркас формирую из двух кусков алюминиевой проволоки длиной по 16 см каждая, так как это показано на видео. И сразу задаю каркасу форму задуманной позы балерины. На каркас накручиваю вату и приматываю ее ниткой. Вату накручиваю послойно. В первом слое вату распределяю равномерно. При накручивании последующих слоев ваты стараюсь добиться анатомической формы тела. Голову и шею также формирую из ваты. Очень плотно обматываю ее ниткой во всех направлениях. Каркас смачиваю клейстером и обклеиваю ватой. Наматываю сухие кусочки ваты, и если они не промокли еще клейстером, то добавляю сверху клейстер руками либо кисточкой и плотно примазываю кусочки к поверхности каркаса.
При помощи дополнительных слоев ваты формирую лицо. Нос из маленького ватного комочка закрепляю с помощью тоненького кусочка ваты сверху. Слегка продавила глазницы и заострила руками подбородок. Полукругом складываю маленькие полосочки ваты, это будут ушки, закрепляю их также тоненьким куском ваты сверху. Небольшой кусочек ваты вытягиваю, раскатываю пальцами, промачиваю клейстером и нарезаю на маленькие отрезки, это будут пальчики. Пальчики закрепляю на ладони, 4 на верхней части ладони и 1 большой палец на нижней части ладони, слегка под углом. Фиксирую их небольшим кусочком ваты, который обматываю вокруг кисти. Для того, чтобы выровнять высохшую заготовку, использую акриловую шпатлевку. Растираю ее до однородного состояния и жесткой кисточкой наношу на игрушку. После чего мягкой кисточкой, смоченной в воде, разравниваю поверхность. После полного высыхания покрываю игрушку акриловой краской телесного цвета. Ножки покрываю краской более светлого оттенка для того, чтобы имитировать колготки. С помощью простого карандаша делаю разметку периметра волосистой части головы. И по этой линии делаю надрез канцелярским ножом глубиной примерно около 3 мм. И слегка раздвигаю края надреза. Длинное волокно разделяю на пряди и смазываю их с одной стороны клейстером. Эту сторону я буду закреплять на голове игрушки в полученном углублении. Ножом это оказалось сделать не очень удобно, больше подошла маленькая отвертка. Таким образом заполняю волосами весь надрез.
Затем слегка смазываю волосы клейстером и формирую прическу, шишку. И добавляю еще несколько декоративных прядей. Нанизываю бисер на эластичную силиконовую нить. Крепко связываю концы и закрепляю на шишке. Личико расписываю акриловыми красками. Предварительно глазки и ротик размечаю простым карандашом. Прорисовываю ушки и пальчики. Верхнюю часть наряда формирую из двух основных частей, задней и передней. На ватном полотне, смоченном клейстере, размечаю примерный размер выкройки. Для надежной фиксации наматываю кусочек ваты вокруг туловища. Из небольшой полосочки ваты формирую воротник жабо. Сборки формирую руками. Хотя воротник был смочен обильно клейстером, и верхняя часть одежды, к которой он крепился, также была смочена клейстером, но этого оказалось недостаточно. Воротник закрепился плохо, поэтому впоследствии я пропитала его еще клеем ПВА. Юбку пачкаю я делаю способом схожим по принципу с изготовлением помпона из пряжи. Вырезаю из картона два кольца внутренним диаметром 7 см, внешним диаметром 9 см. Нарезаю из ваты тонкие, но достаточно широкие полоски, смачиваю их клейстером. Соединяю два картонных кольца между собой, с одной стороны разрезаю их и наматываю на них в два слоя ватные полоски, смоченные в клейстере. Затем по внешней стороне кольца разрезаю вату. Через полученный надрез завожу нитку, провожу ее между картонными кругами. Завязываю, слегка стягиваю ее, убираю картонные кольца. И дальше уже затягиваю юбочку непосредственно на игрушки. У
Укладываю красиво складочки. И отправляю на естественную сушку в рюмочки. После высыхания юбочки закрепляю балерину вверх ногами в стакане и формирую пуанты. Сначала повязки, потом носочек, затем все остальное. Слежу, чтобы сохранялся изгиб стопы. При необходимости поправляю его стеком. После полного высыхания закрепляю штифт с помощью шила и клея гель момент. И покрываю одежду на игрушке слюдой, предварительно разведенной в клейстере. На этом все. Всем спасибо за просмотр.